Всем привет, это Дмитрий Горчаков. Сегодня я решил сделать обзор всех атомных электростанций России. По итогам прошлого 2020 года они впервые в истории выработали больше 20% всей электроэнергии в нашей стране. И сделали это всего 11 станций. Кроме того, я хочу рассказать про те станции, которые сейчас уже не работают, и немного про те, которые будут построены в ближайшие годы. На многих из этих АЭС я был, поэтому иногда я буду даже какие-то личные впечатления рассказывать. Но прежде чем мы начнем, я напоминаю, что вы можете поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Это очень поможет его развитию, а это значит, что на нем будет все больше интересных видео об атомной энергетике и ядерных технологиях. Давайте начнем по хронологии. Самой первой атомной электростанцией в мире это Обнинская АЭС, которая была построена у нас в стране в 1954 году. Ее мощность была всего 5 мегаватт, и по современным меркам это даже не мини, а микро-АЭС. А современные атомные станции в 200-250 раз более мощные. Тем не менее, это первая в истории атомная электростанция, которая выдавала электроэнергию в сеть. За несколько лет до пуска Обнинской АЭС в США на экспериментальном реакторе уже получали электричество от ядерного реактора. Однако его получали гораздо меньше, и эта энергия использовались только для питания, собственно, этой экспериментальной установки и окружающих ее сооружений. Так что для любителей поискать, кто был первым в тех или иных достижениях, история атомной энергетики дает определенную почву для размышлений. Но мы не из их числа, не будем спорить. Все-таки Обнинская АЭС это первая станция, которая вырабатывала электроэнергию атомную и выдавала ее в сеть. То есть работала как полноценная электростанция. Сам реактор Обнинской АЭС был спроектирован на основе промышленных реакторов для наработки плутония. Первые реакторы строились именно с этой целью, чтобы нарабатывать ядерные материалы для ядерного оружия. Это тоже канальный графитовый реактор. Это означает, что его активная зона, то есть та часть реактора, в которой находится ядерное топливо, собрана из графитовых блоков. В этих блоках высверлены каналы. В эти каналы опускаются топливные сборки топлива. И по этим же каналам пропускается вода для охлаждения и отвода тепла. Графит в данном реакторе выступает как замедлитель нейтронов, что нужно для ядерной реакции, а вода выступает как теплоноситель и отводит тепло от реактора. Энергетический реактор для атомной станции и промышленный реактор для наработки оружейного плутония на самом деле серьезно отличаются. Первое важное отличие в тепловой схеме. В энергетическом реакторе теплоноситель должен нагреваться до гораздо более высокой температуры, чтобы из него в дальнейшем можно было получать пар высокой температуры и давления, чтобы он мог крутить турбину. А в промышленном реакторе такой необходимости нет. Реактор нужно просто охлаждать, а дальше неважно, куда это тепло будет расходоваться. Поэтому реактор первой АЭС работал по двухконтурной схеме. То есть вода в первом контуре нагревалась, через теплообменник отдавала тепло в воде второго контура, там уже вода закипала, вода и пар разделялись, пар шел на турбину и крутил генератор. При этом все-таки тепловая схема первой АЭС была не очень совершенной. Турбину поставили не очень мощную, всего 5 мегаватт, а общий КПД установки был примерно 20%. Это примерно в 1,5 раза меньше, чем у современных АЭС. Второе важное отличие связано с топливом. В промышленном реакторе ядерное топливо находится в активной зоне всего несколько недель. Такое время выбрано исходя из того, что при этом образуется нужное соотношение, наиболее удобное соотношение изотопов плутония, собственно того продукта, ради производства которого промышленные реакторы и создаются. В энергетическом же реакторе топливо должно находиться в активной зоне как можно дольше, и при этом в современных АЭС оно там находится примерно 4-5 лет. При этом в нем должно происходить как можно больше актов деления тяжелых ядер урана, то есть должно происходить как можно больше выгорания ядерного топлива. Поэтому топливо должно быть очень надежным, очень прочным, чтобы не разрушаться при таких высоких нагрузках и такой длительной эксплуатации. Все это необходимо для улучшения экономических показателей атомной электростанции. Но все эти сложности были решены, и первая атомная электростанция заработала, и проработала она на самом деле 48 лет. Она была остановлена только в 2002 году. Интересно, что внешне она совершенно не похожа на современные атомные электростанции. Внешне это обычное трехэтажное административное здание, ну разве что труба на заднем фоне выдавала какое-то ее промышленное назначение. При этом здание, где находится реактор, и машинный зал, то есть то здание, где находится турбина, они расположены вообще через дорогу друг от друга. С одной стороны, такой внешний вид и конфигурация выбраны из соображений секретности, поскольку это был стратегический объект на территории энергетического института.
Хотя потом, в дальнейшем, поскольку это был очень важный мирового значения объект, на нем побывало очень много разных делегаций, в том числе иностранных. С другой стороны, такое отличие внешнего вида объясняется тем, что современные атомные станции построены все-таки уже по современным нормативам. В них очень много железобетона, это массивные конструкции. И все эти конструкции предназначены для того, чтобы защитить и саму атомную станцию от каких-то внешних воздействий, погодных или терактов даже, и для того, чтобы защитить саму окружающую среду и людей в случае каких-то ядерных аварий на самом ядерном объекте. Как я уже говорил, первая атомная АЭС, Обнинская АЭС, проработала 48 лет, она остановлена в 2002 году. Все ядерное топливо из нее вывезено, радиоактивных материалов на ней не осталось, и сейчас она является объектом культурного наследия России. Там сделан музей, его можно посетить. Я был в этом музее, всем рекомендую его посетить. В индивидуальном порядке туда не попасть, только в составе организованных групп, но все-таки это можно сделать. Поскольку музей находится на территории действующего физико-энергетического института, то попасть туда не так просто, но зато если вы попадете, то вы узнаете не только про эту атомную станцию, но и про работу всего этого института. А это и направление атомной энергетики для космонавтики, и интересная история малых АЭС, которые в Советском Союзе строились, и история ядерной медицины. Следующая АЭС на территории России, которая уже тоже не работает, это малоизвестная широкой публике Сибирская АЭС. Интересно, что в настоящее время большинство атомных электростанций находится в европейской части России. Но в нашей стране был период, примерно в 60-е годы, когда основное атомное электричество вырабатывалось в Сибири, именно на Сибирской АЭС. Сибирская АЭС работала на территории Сибирского завода химконцентратов СХК в городе Северск Томской области. Это был закрытый химкомбинат по наработке оружейного плутония, он и сейчас работает, но задачи у него сейчас немножко другие. Несмотря на всю секретность, на секретность этого производства, химкомбината и так далее, фильм о строительстве и пуске Сибирской АЭС был показан в 1958 году, в том же году, когда эта АЭС заработала, на Женевской международной конференции по мирному использованию атомной энергии. И вызвал большой ажиотаж, поскольку на тот момент это была одна из крупнейших АЭС в мире. Реакторы Сибирской АЭС или промышленные реакторы СХК были двойного назначения. То есть они использовались и для наработки оружейного плутония, и для выработки тепла и электричества. Тепло использовалось в том числе для снабжения теплом и для отопления Северска и Томска. Эти города очень близко друг к другу находятся. С пуском первого такого реактора двойного назначения в 1958 году заработала первая очередь Сибирской АЭС. Ее мощность была всего 100 мегаватт. Суммарно, максимально на этой АЭС работало 4 реактора, а суммарная мощность была 600 мегаватт. То есть она была в 120 раз мощнее, чем первая АЭС в Обнинске. Ну, с окончанием программы наработки оружейного плутония в 2008 году последние реакторы СХК были остановлены, ну и, соответственно, последние реакторы Сибирской АЭС. Интересно, что в последние годы обсуждались варианты, чтобы построить в Северске современную АЭС с реакторами ВВР, но эти планы пока так и остались на бумаге. Но зато недавно, буквально месяц назад, там же в Северске началось строительство опытно-демонстрационного реактора Брест ОД-300. По сути, это малая АЭС мощностью 300 мегаватт. Так что новая Сибирская АЭС в городе Северске скоро появится, через несколько лет. Кстати, стоит добавить, что такие атомные станции двойного назначения, то есть для производства и оружейного плутония, и для выработки тепла и электричества, это не чисто российское изобретение, не только в Советском Союзе такое было. Первая АЭС в Великобритании, например, Колдер-Холл, работала точно так же по двойному назначению. Итак, давайте теперь перейдем к действующим АЭС, к тем, которые работают в настоящий момент. И первая из них по хронологии это Белоярская АЭС. Это одна из моих самых любимых атомных станций, я живу буквально в 20 километрах от нее и много раз на ней бывал. Исторически это первая после Обнинской АЭС не двойного назначения. То есть она построена не на территории какого-то закрытого ядерного комбината, и ее предназначение исключительно в выработке тепла и электроэнергии. То есть это мирная атомная электростанция, первая большой мощности в нашей стране. Первый энергоблок заработал в 1964 году. Всего на ней на первой очереди станции было 2 реактора АМБ суммарной мощностью 300 мегаватт. АМБ расшифровывается как атом мирный большой. Ну, как бы и объясняет то предназначение, что это первые мирные гражданские реакторы большой мощности. Это тоже канальные уран-графитовые реакторы, но уже улучшенной конструкции.
Дело в том, что на них впервые пытались пробовать так называемый ядерный перегрев пара. То есть кроме каналов, в которых находится ядерное топливо, через которые пропускается вода и отводит это тепло, затем это тепло передается второму контуру, где уже образуется пар, а затем через специальные каналы этот пар дополнительно второй раз прогонялся через реактор, чтобы повысить его температуру и давление, и уже после этого отправить на турбину. Тем самым можно было повысить КПД атомной станции. На самом деле его в результате подняли до 37%, и это даже выше, чем на современных атомных станциях, где он примерно 32-33. Первый энергоблок АМБ мощностью 100 МВт работал по двухконтурной схеме. Второй энергоблок был уже в 2 раза мощнее, 200 МВт, и он работал уже по упрощенной одноконтурной схеме. В дальнейшем такая одноконтурная схема применялась на реакторах РБМК, реакторах большой мощности, тоже уран-графитовых канальных. Реакторы АМБ, в первую очередь Белоярская АЭС, отработали свой ресурс и были остановлены в 1989 году. Но сейчас на атомной станции работает третий и четвертый энергоблоки, на которых работают реакторы уже совершенно иной, принципиально иной конструкции. Это реакторы на быстрых нейтронах. И на текущий момент это единственные в своем роде реакторы на быстрых нейтронах на всех атомных станциях мира. С 80-го года работает реактор БН-600, а с 2015 года работает БН-800. 600 и 800 это электрическая мощность этих реакторов, но на самом деле за счет модернизации их электрическая мощность больше примерно на 10%. Благодаря этим реакторам в первую очередь, хотя были и другие, у нашей страны наработан самый большой опыт работы с натриевыми реакторами на быстрых нейтронах. Про этот тип реактора на самом деле надо писать не одну статью и записывать отдельное видео, я наверняка это в дальнейшем сделаю. Но сейчас просто ограничусь на перечислении основных особенностей важных. Первое, зачем это вообще делается, быстрые реакторы необходимы для того, чтобы замкнуть ядерный цикл и вовлечь в топливный цикл не только уран-235, изотоп урана, которого в природном уране всего 0,7%, а в быстрых реакторах можно использовать и уран-238, которого 99 с лишним процентов в природном уране. Тем самым мы расширяем топливную базу атомной энергетики. Поэтому быстрые реакторы это все-таки реакторы для атомной энергетики будущего. В настоящее время на реакторе БН-800, самом новом и современном, самом мощном, уже загружается МОКС топлива. Это топливо из смеси оксидов урана, отвального урана и плутония, который выделен из переработанного ядерного топлива. То есть МОКС топлива это то топливо, ради которого не добывался природный уран. Оно все целиком сделано из отходов переработки топлива от других ядерных реакторов. То есть тем самым сейчас уже на БН-800 и осуществляется тот самый замкнутый ядерный топливный цикл. Довольно долгое время Белоярская АЭС была единственной АЭС в нашей стране, на которой работали реакторы разных конструкций. То есть уран-графитовые реакторы работали и реакторы на быстрых нейтронов. Это так называемый ядерный зоопарк был на этой Белоярской АЭС. В настоящее время, поскольку АМБ уже не работают, у нас есть другая АЭС, где работают реакторы разных типов. Это Ленинградская АЭС. Там работают канальные реакторы РБМК и работает уже вторая очередь с реакторами ВВР. Но мы до нее еще дойдем. Следующая по хронологии АЭС это Нововоронежская АЭС. Как Белоярская АЭС, она заработала в 1964 году, но в конце года, буквально через полгода после пуска первого блока Белоярской АЭС. В отличие от Белоярской АЭС, где отрабатывали технологию уран-графитовых реакторов канальных с ядерным перегревом, а затем и сейчас продолжают отрабатывать технологию быстрых реакторов, Нововоронежская АЭС посвящена освоению технологии водоводяных реакторов. На ней строили все первые головные блоки, которые в дальнейшем шли серию водоводяных реакторов, начиная с мощности 210 МВт, 440 МВт, 1000 МВт, и сейчас там работают первые два у нас в стране и в мире реактора ВВР-1200. Всего на Нововоронежской АЭС было построено 7 энергоблоков, и это самое большое количество энергоблоков на атомных станциях в России. В настоящее время из них работают только 4. Это самый старый реактор ВВР-440, один реактор ВВР-1000, первый в своем роде, и два новых самых современных ВВР-1200. Подробно про то, что такое водоводяные реакторы, я рассказывал в прошлом видео и в прошлой статье про Кольскую АЭС. Можно там внимательно и подробно посмотреть. Коротко напомню, что водоводяные реакторы отличаются от канальных уран-графитовых реакторов тем, что в них нет графита, нет каналов. Есть очень мощный металлический толстостенный корпус, внутри которого помещается топливо.
И оно находится только в воде, и вода выступает и замедлителем нейтронов, и теплоносителем, который отводит тепло от ядерной зоны. Такие водоводяные реакторы, они более компактные, чем уран-графитовые, поэтому, собственно, они изначально применялись для подводного атомного флота и у нас, и в США, а потом, по сути, они вышли на сушу и стали на самом деле основной технологией для атомной энергетики. Более 80 реакторов АЭС по всему миру построено именно то есть это водоводяные реакторы. Это реакторы, которые работают по двухконтурной схеме, то есть вода внутри этого прочного корпуса нагревается до огромной температуры, около 300 градусов. Она находится при огромном давлении, больше 150 атмосфер, поэтому она не кипит. Она передает тепло второму контуру, там уже вода кипит, и оттуда уже пар идет на турбину. Следующая по хронологии АЭС, построенная в 1973 году, это Кольская АЭС. Это самая мощная атомная станция, построенная за полярным кругом. И самая первая, которая там построена. В России в дальнейшем на Чукотке построили еще более северные АЭС, но я о них позже еще расскажу. Подробно про Кольскую АЭС я опять же рассказывал в прошлом видео. Вот прям все видео посвящено именно этой станции и ее истории, поэтому сейчас не буду повторяться. Скажу только, что особенности и отличительная ее особенность от всех остальных станций в России, то что она состоит из 4 блоков, и все эти блоки это реакторы ВВР-440. Собственно, такие энергоблоки остались только на Нововоронежской АЭС. Ну, там это первый головной блок такой серии. При этом это, опять же, одни из самых старых действующих энергоблоков в нашей стране. Им уже по 45-48 лет. Но они проработают до 1933 года. Им исполнится по 60 лет. И им на смену предполагается, что им придет на смену новые реакторы ВВР-600С со спектральным регулированием. Раз уж мы идем по хронологии и затронули тему Крайнего Севера, то следующая АЭС это Билибинская АЭС. Она еще севернее Кольской АЭС, но не в Мурманской области она находится, а на Чукотке, совершенно в другом конце нашей страны. Эта станция всего на полгода моложе Кольской АЭС. Ее первый реактор заработал в 1974 году. Всего эта атомная станция состоит из 4 энергоблоков. Это тоже канальные уран-графитовые реакторы, но очень специфической конструкции, специально спроектированы для этой атомной станции. Это реакторы ЭГП-6. Энергетический гидрогенный петлевой реактор с 6 петлями циркуляции. Особенность этих реакторов в том, что они дают очень немного электрической энергии, всего по 12 мегаватт каждый, но в первую очередь они спроектированы для того, чтобы давать тепло. Ведь эта АЭС проектировалась и строилась специально для работы в изолированной Чаун-Билибинской энергосистемы. Это изолированная энергосистема этого участка Чукотки, где работают горнорудные и золотодобывающие предприятия. Это первая и единственная АЭС в своем роде, и по сути для Советского Союза это была первая малая АЭС, поскольку ее суммарная мощность была меньше 50 мегаватт. Ну, она уже старенькая, и постепенно ее энергоблоки выводят из эксплуатации. Один из них, первый, самый старый, уже отключен, поэтому текущая суммарная мощность ее максимальная 36 мегаватт. И ей на смену уже пришла новая современная малая атомная станция. Понятно, что для замены одной уникальной по задачам и условиям работы атомной станции спустя полвека должна была прийти тоже не менее уникальная установка, но созданная уже с учетом современных технологий, современных решений. И такая атомная станция пришла. Причем в буквальном смысле ее прибуксировали, поскольку это плавучая станция. С весны 2020 года уже принято в промышленную эксплуатацию этот плавучий энергоблок, или, как правильно он называется, плавучая атомная теплоэлектростанция. У нее есть собственное имя, это имя академик Ломоносов. И это самая новая атомная станция, которая построена где-то на новой площадке, на новой территории. От действующей Билибинской АЭС она находится примерно в 200 километрах по прямой на северо-восток, в порту Певек. То есть она получается еще и самая северная АЭС не только России, но и мира. Конструкционно эта АЭС представляет собой не самоходную баржу, то есть она своим ходом передвигаться не может, ее отбуксировали туда на место стоянки, то есть там оборудована специальная береговая инфраструктура для приема электричества и тепла. На этой несамоходной барже расположены два энергоблока с реакторами КЛТ-40. Это реакторы, которые хорошо освоены, собственно, в Советском Союзе и России, они используются, работают на некоторых наших атомных ледоколах. Это водоводяные реакторы, суммарная их мощность этих двух реакторов 70 мегаватт. Она должна будет заменить не только выбывающую Билибинскую АЭС, но и Чаунскую ТЭЦ, которая работает на угле и которой уже больше 70 лет.
Сейчас уже прорабатываются проекты оптимизированных плавучих атомных электростанций с реакторами Ритм-200, которые работают на новых, самых современных наших атомных ледоколов. Такие по ТЭС будут уже более мощные, до 100 мегаватт, причем они могут в зависимости от заказчика заниматься как выработкой электроэнергии, тепла, так и опреснением, например, воды. Уже есть планы по строительству еще 4 таких плавучих атомных электростанций, оптимизированных, там же на Чукотке, но в другом районе, тоже для обеспечения энергией нового месторождения полезных ископаемых. Планы по строительству таких плавучих АЭС, то есть такого нового класса малых атомных станций, таких условно мобильных, планы есть и у Китая, и у Южной Кореи. То есть Китай через несколько лет планирует построить свои плавучие атомные электростанции. Так что интерес к такому виду новой атомной энергетики есть, собственно, у многих стран в мире. Поэтому, возможно, в будущем мы и Китай будем конкурировать за то, чтобы кому-то поставлять такие атомные электростанции плавучие. Да, кстати, я на этой ПАТЭС был, я не был на Чукотке и Певеке, к сожалению, хотя очень мечтаю побывать в этих краях, но я был на плавучей АЭС, когда ее строили, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, и затем в Мурманске тоже удалось ее посетить, поскольку ее перебуксировали в Мурманск для загрузки ядерного топлива, там на базе атомного флота, где базируется наш, собственно, весь ледокольный атомный флот. Следующие 6 атомных станций – это самые крупные АЭС в нашей стране. Это станции с серийными огромными мощными энергоблоками гигаваттной мощности. И первая из них – это Ленинградская АЭС. Это первая атомная станция в нашей стране, на которой начали строить серийные блоки РБМК-1000. РБМК расшифровывается как реактор большой мощности канальный. Это большой энергетический потомок, созданный на основе опыта канальных уран-графитовых реакторов И-1 АЭС и реакторов АМБ Белоярская АЭС и промышленных двухцелевых ядерных реакторов. Первые 2 реактора РБМК-1000 были запущены в 1973 и 1975 году. Они отработали уже по 45 лет и недавно они были остановлены. Поэтому сейчас на этой станции из реакторов РБМК работают только 3 и 4 энергоблоки. Именно на реакторах РБМК Советский Союз планировал в 70-е годы масштабно развивать атомную энергетику. Дело в том, что технология ВВР немножко запаздывала, ее еще не успевали освоить. А технология сборки реакторов РБМК к тому времени уже была освоена, промышленность могла выпускать необходимые компоненты. Вообще активная зона реактора РБМК собирается примерно как из кубиков из графитовых блоков, поэтому ее можно даже масштабировать. Вообще активная зона реактора РБМК это, наверное, самая большая активная зона, это самые крупные, наверное, атомные реакторы в мире, которые когда-либо строились. Там один только диаметр примерно 11 метров. У реактора РБМК есть несколько преимуществ перед реакторами ВВР. То есть, поскольку это канальный реактор, то, например, для перегрузки топлива в отдельных каналах нет необходимости останавливать работу всего реактора. Можно отдельные каналы отключать и перегружать там топливо. Это, в принципе, может повысить КПД и коэффициент использования установленной мощности таких реакторов. Другое преимущество, что, например, в отдельных каналах можно загружать сборки и там нарабатывать какие-то необходимые изотопы, облучать их в реакторе. Например, на той же Ленинградской АЭС нарабатывают изотоп кобальт-60, который применяется в другой неядерной промышленности. Ну, конечно, у такого реактора есть не только плюсы, но и минусы, как и у любой технологии. Например, гораздо более сложная система управления таким реактором, поскольку активная зона очень огромная. К тому же, опять же, из-за больших масштабов, из-за того, что была гонка сооружения таких энергоблоков, у них не предусматривался, например, защитный контейнмент, бетонное сооружение, которое накрывало этот реактор колпаком. Все эти недостатки, собственно, они сыграли свою роковую роль, и этот реактор РБМК стал печально известен на весь мир после Чернобыльской катастрофы, поскольку именно такой тип реактора был на Чернобыльском 4-м аварийном энергоблоке. Надо сказать, что после 1986 года реакторы РБМК были модернизированы, доработаны, там много что поменялось, и по большому счету современные реакторы РБМК очень сильно отличаются от дочернобыльских РБМК. Сейчас они работают на 3 атомных станциях в России, и я о них постепенно тоже обо всех расскажу. Это еще Курская АЭС и Смоленская АЭС. Как я сказал, первые 2 энергоблока Ленинградской АЭС уже остановлены, но им на смену уже пришли и уже построены, уже несколько лет работают первые 2 энергоблока Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВР-1200. Так что теперь Ленинградская АЭС единственная в стране, где работают ядерные реакторы разных типов. И канальный уран-графитовый РБМК 2 штуки, и водоводяные ВВР-1200 тоже 2 штуки.
При этом суммарная мощность атомной станции установленная выросла на 400 мегаватт. Вообще Ленинградская АЭС одна из крупнейших в нашей стране. Она обеспечивает Ленинградскую область и Санкт-Петербург больше чем на 50% электроэнергии. А также она снабжает теплом ближайший город спутник АЭС Сосновый Бор. Мне дважды приходилось бывать на ЛАЭС-2, и я видел, как строят эти энергоблоки. И, собственно, там я впервые побывал на действующем энергоблоке ВВР-1200. Интересная отличительная особенность Ленинградской АЭС в том, что это крупнейшая атомная станция в России, которая использует прямоточное охлаждение. Она находится на берегу Финского залива и охлаждается, собственно, водами Финского залива, а не водами какого-то специально построенного изолированного пруда-охладителя, как большинство других атомных станций в нашей стране. На самом деле такое прямоточное охлаждение использует большинство атомных станций в мире, поскольку большинство АЭС в мире строится как раз где-то на морских берегах. Но у нас таких немного, у нас по большому счету это только Ленинградская АЭС и Кольская АЭС в Мурманской области, которая находится на берегу большого крупного озера Имандра. Для большинства других АЭС в нашей стране, которые находятся где-то в центральной части России, на берегах крупных рек, у них организованы специальные большие пруды-охладители, которые используются для сброса лишнего тепла. Вообще КПД АЭС, как я уже говорил, порядка 30%. Это означает, что примерно 60% вырабатываемого в реакторе тепла необходимо удалять, необходимо как-то выбрасывать в окружающую среду. Для этого используются как раз пруды-охладители, вода из которых охлаждается, то есть это тепло в конечном счете идет в атмосферу. Точно так же работают и крупные теплоэлектростанции на сжигаемом топливе. Надо отметить, что эти пруды-охладители используются именно для сброса лишнего тепла. Никакие химикаты или радиоактивные вещества туда не сбрасываются. Но по действующему законодательству сейчас в России нельзя использовать для новых энергообъектов, для крупных атомных станций или крупных тепловых станций прямоточное охлаждение или такие большие пруды-охладители на реках, именно из-за теплового загрязнения. Поэтому, например, все новые проекты АЭС, которые строятся в последнее время, они снабжаются другими системами охлаждения. Это градирни. Это такое большое сооружение высотой под 170 метров, в котором вода разбрызгивается и за счет потока проходящего воздуха она охлаждается и затем возвращается в внешний контур охлаждения атомной станции. Да, такие сооружения на несколько процентов удорожают стоимость атомного энергоблока, но все-таки тепловое воздействие на окружающую среду уменьшается. В данном случае тепло передается напрямую сразу же в атмосферу, минуя какие-то пруды или реки. Как раз для новых реакторов ВВР-1200 на Ленинградской АЭС уже использует эта система охлаждения. Там как раз построили 3 градирни, одни из самых больших у нас в России, поэтому вторая очередь, вернее Ленинградская АЭС-2 уже не использует для охлаждения воды Финского залива. Если вы где-то увидите на картинках, фотографиях такие огромные башни, эти градирни, из которых идет белый пар или белый дым, как можно подумать, на самом деле не пугайтесь, это никакой не дым от сжигания какого-то топлива, и тем более это не выбросы какого-то радиоактивного пара, это обычный чистый водяной пар. Курская АЭС, расположенная в 40 километрах от Курска, это вторая серийная атомная электростанция с реакторами РБМК-1000. Она должна была стать одной из самых крупных атомных станций в Советском Союзе. На ней планировалось построить целых 6 энергоблоков. Но с 1977 по 1986 годы успели достроить и пустить в эксплуатацию только 4 энергоблока. После Чернобыльской катастрофы строительство 5 и 6 энергоблока заморозили. Собственно, точно так же, как и на самой Чернобыльской АЭС, где тоже 5 и 6 блок строился, но не был завершен. Причем 5-й блок Курской АЭС был в достаточно высокой степени готовности. И вплоть до 2010-х годов обсуждался вариант его достройки. Однако только в 2012 году было принято окончательное решение о том, что этот энергоблок достраиваться не будет. Зато из-за почти полной внешней идентичности и полной радиационной безопасности, поскольку на 5-й блок так и не завозилось даже ядерное топливо, этот энергоблок часто используется для съемок кино про Чернобыльскую аварию. В том числе здесь снималась как раз недавняя картина Данилы Козловского про Чернобыльскую аварию. Кстати, знаменитый сериал «Чернобыль» от HBO снимали на другой атомной станции с такими реакторами РБМК, правда РБМК-1500, на Игналинской АЭС в Литве. Сейчас ведется строительство станции замещения, строительство Курской АЭС-2. А вместо устаревающих энергоблоков РБМК строят 2 новых ВВР-1200. Но это не обычные ВВР-1200, которые построили на Нововоронежской АЭС или построили на Ленинградской АЭС-2. Здесь строят немножко другую модификацию. Это так называемый ВВР-ТОИ, типовой оптимизированный информатизированный проект.
Это улучшенная версия ВВР-1200, ранее этот проект назывался ВВР-1300. Он чуть мощнее и должен быть экономически чуть более эффективным, чем ВВР-1200. Кстати, два энергоблока ВВР ТОИ на Курской АЭС-2 – это единственные два энергоблока АЭС, которые сейчас в текущий момент строятся на атомных станциях России. Следующая типовая станция с реакторами РБМК – это Смоленская АЭС. Это самая молодая атомная станция с реакторами РБМК. Первый энергоблок построен в 1983 году. Он мой ровесник. Но опять же, из-за Чернобыльской катастрофы здесь построены не 4 энергоблока, а всего 3. Поэтому это самая маленькая атомная станция с реакторами РБМК. Первый энергоблок Смоленской АЭС еще может работать до 2027 года. Поэтому, скорее всего, в ближайшие годы будет принято решение о начале строительства станции замещения Смоленской АЭС-2. Скорее всего, там будут либо реакторы ВВР-1200, либо ВВР ТОИ. Теперь перейдем к атомным станциям с серийными энергоблоками ВВР гигаваттной мощности. Первая из них – это Калининская АЭС с 4 энергоблоками ВВР-1000. Она расположена в Тверской области, возле города Удомля на одноименном озере. Это самая близкая к Москве атомная электростанция, примерно 350 км по прямой. Ее первые два энергоблока заработали в 1984 и 1986 году. Правда, эти энергоблоки не самой популярной модификации ВВР-1000. Это модификация В338. А вот вторая очередь станции с двумя энергоблоками ВВР-1000 уже самая популярная модификация этих реакторов, модификация В320. Их построили уже в 21 веке, в 2004 году и 2011 году. Именно за строительством второй очереди Калининской АЭС, за третьим и четвертым блоком я следил по новостям и наблюдал, когда был студентом физтеха, поскольку я учился именно на физика-реакторщика, это было жутко мне интересно. А в то время, как раз в начале 2000-х, в России строилось не так много атомных энергоблоков, как сейчас, поэтому это было большое грандиозное событие. На самой Калининской АЭС я побывал в 2017 году, и это была первая станция с 4 гигаваттными энергоблоками, на которой я побывал. И первое, что бросило в глаза, это, конечно, огромный масштаб этого предприятия. На нем работает 3000 человек, а одна эта станция выдает примерно 3% всей электроэнергии России. И вот этот масштаб, он бросается в глаза, уже хотя бы одна огромная проходная, которая сильно контрастировала с тем впечатлением от, например, Белоярской АЭС, на которой я чаще бывал, и которая, конечно, на ее фоне, на фоне Калининской АЭС смотрится гораздо более компактно и даже как-то уютно. Следующая АЭС с серийными реакторами ВВР-1000 – это Балаковская АЭС. Она расположена в Саратовской области на берегу Саратовского водохранилища. Это первая крупная АЭС с 4 серийными энергоблоками ВВР-1000 самой популярной модификации В320. Первый из 4 энергоблоков был введен в эксплуатацию в 1985 году. Надо сказать, что в Советском Союзе в 80-е годы параллельно с Балаковской АЭС строилась такая же типовая станция Запорожская АЭС. И Балаковская и Запорожская должны были стать одними из самых крупнейших атомных станций в Советском Союзе. На них планировалось по 6 энергоблоков. Причем, поскольку Запорожская АЭС строилась немножко с опережением, то ее успели достроить именно в таком варианте, которым задумывались. Там сейчас 6 энергоблоков, и это самая крупная атомная станция в Европе. А возможно, одна из самых крупных в мире. В России же из-за кризиса 90-х, после Чернобыльской аварии, поскольку Балаковскую строили чуть позже, успели достроить только 4 энергоблока. Последние 2 запустили уже в начале 90-х, а вот 5 и 6 было решено уже не достраивать. Тем не менее, Балаковская АЭС является одной из крупнейших атомных станций России. Она входит в тройку лидеров по объему выработки электроэнергии. В результате модернизации ее энергоблоки вырабатывают даже на 4% больше электроэнергии, чем запланировано по номиналу. На первом энергоблоке Балаковской АЭС в 2018 году даже впервые на энергоблоках с реакторами ВВР-1000 проводили так называемый отжиг реактора, то есть продление его ресурса. О том, что такое отжиг реактора, я рассказывал в предыдущем видео на примере Кольской АЭС, где эту операцию тоже проводили. Но вот на реакторах ВВР-1000 такую операцию впервые делали именно на Балаковской АЭС. Другое интересное новшество, которое проводится на Балаковской АЭС, на одном из ее энергоблоков уже несколько лет экспериментально облучают и испытывают тепловыделяющие сборки с элементами с ремикс топлива. Это топливо со смесью урана и плутония, но это не МОКС топливо, где
отдельно берут плутоний, отдельно берут уран и создают это топливо. Это неразделенная смесь урана и плутония, которую извлекли из отработавшего топлива, и из этого сделали так называемый ремикс топлива. Таким образом, на Балаковской АЭС сейчас отрабатывается технология по частичному замыканию топливного цикла на реакторах ВВР. Дело в том, что в будущем будет, скорее всего, двухкомпонентная атомная энергетика с быстрыми реакторами и с тепловыми реакторами. Но чтобы эффективно использовать топливо с рециклированными изотопами из облученного топлива, нужно будет загружать переработанное топливо и в быстрые реакторы, и в тепловые реакторы ВВР. Вот в качестве такой загрузки ремикс топлива сейчас на Балаковской АЭС и испытывается. Ростовская АЭС – самая южная атомная станция России. Она расположена в Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища, возле города Волгодонска. Какое-то время она даже носила название Волгодонская АЭС, но потом была переименована в Ростовскую АЭС. Это как бы более традиционное название, называть по областному центру. Кстати, в самом Волгодонске есть другое предприятие, очень важное для не только российской атомной промышленности, но и для мировой. Там находится завод «Атоммаш», где изготавливают важное оборудование для первого контура реакторов ВВР. Корпус реактора, парогенератора и другое оборудование. Ростовская АЭС, помимо того, что она самая южная, еще и самая молодая атомная станция России. Ну, если не считать недавно введенную маленькую ПАТЭС. Это единственная станция в России, все 4 энергоблока которой запущены в 21 веке. Они сданы в эксплуатацию с 2001 по 2018 годы. Причем последний, 4-й энергоблок Ростовская АЭС, это последний энергоблок с реактором ВВР-1000, который построен в нашей стране. Скорее всего, они больше у нас строиться не будут, а будут строиться дальше только реакторы ВВР-1200 или ВВР-1300, ВВР-ТОИ. Мы поговорили обо всех атомных станциях, которые какое-то время работали на территории России или работают сейчас. Но вы, наверное, уже заметили, что многие станции, которые строились в конце 80-х, не были завершены в том проекте, которым они планировались. Да? Некоторые энергоблоки там не достраивались. Тем не менее, эти станции работают в каком-то усеченном виде. Но были проекты, которые не реализовались вообще полностью. Какие-то атомные станции на новых площадках, на которых не было в итоге построено ни одного энергоблока. Таким проектам, на которых уже начиналось строительство, там уже был залит бетон и даже построены огромные сооружения, можно отнести несколько станций, атомных станций теплоснабжения. Такие планировалось построить, и начинали их строить под Воронежем и под Нижним Новгородом. Это атомные станции, которые должны были снабжать эти крупные города теплом. На ранних стадиях строительства в начале 90-х были прекращены проекты по сооружению атомных электростанций под Уфой и в городе Озерске Челябинской области, там, где находится наш крупный комбинат «Маяк» по переработке облученного ядерного топлива. На текущий момент на 11 атомных электростанциях России работает 38 атомных энергоблоков. Из них 22 энергоблока – это реакторы ВВР, 12 энергоблоков с канальными уран-графитовыми реакторами, 2 энергоблока с быстрыми реакторами и 2 энергоблока на плавучий ПАТЭС, это реакторы КЛТ-40. Суммарная установленная мощность всех электростанций почти 30 гигаватт. По этому показателю Росэнергоатом является второй по величине компанией-оператором АЭС в мире. Уступает он только французской EDF. По итогам 2020 года в России доля атомного электричества впервые превысила 20%. Причем в европейской части России эта доля достигает 30%, а в северо-западной части России, там где находится Ленинградская АЭС и Кольская АЭС, доля атомного электричества превышает 37%. В абсолютных же показателях выработки в 2020 году России был побит даже рекорд советских времен. В 1988 году в Советском Союзе был максимальный показатель выработки электроэнергии на атомных станциях, но это всего Союза, где работало 47 энергоблоков не только в России, но и в Украине, и в Армении, и в Казахстане даже, где тогда еще работал БН-350. Так вот, в прошлом году побит этот рекорд, выработано больше 215 миллиардов киловатт-часов. В принципе, это вполне закономерно. Дело в том, что увеличение выработки электроэнергии на каждом атомном энергоблоке – это общемировая тенденция. Идет и модернизация атомных энергоблоков. У нас в России увеличивается единичная мощность энергоблоков, поскольку старые выводятся, а вводятся новые, они более мощные. При этом за счет внедрения новых технологий, внедрения нового топлива сокращается, например,
вернее увеличиваются интервалы между перегрузкой топлива. Топливо можно перегружать, например, не раз в год, а уже раз в 1,5 года. Все это приводит к сокращению сроков и ремонтов, и обслуживания энергоблоков, тем самым увеличивается так называемый КИУМ, это коэффициент использования установленной мощности. Он достигает на отдельных станциях у нас уже больше 90%. При этом в России последние годы и даже десятилетия нет какого-то бурного роста экономики, который бы создавал спрос на электроэнергию и требовал бы ввода каких-то новых крупных энергомощностей. Поэтому последние 10, 15, 20 лет в России не строятся атомные станции на новых площадках, а в основном достраивались проекты, в начале 2000-х достраивались проекты старые, например, на Калининской АЭС или на Ростовской АЭС. А сейчас идет замещение в последние годы только выбывающих старых энергоблоков, которые отработали свой ресурс, и замена их на новые, более мощные современные энергоблоки, как, например, на Ленинградской АЭС или как сейчас строится на Курской АЭС. Из крупных добавленных энергоблоков можно назвать только Нововоронежскую АЭС, где построили вместо одного отключенного ВВР-440 целых 2 ВВР-1200. Но на Нововоронежской АЭС, как я говорил, стоят все головные референсные блоки технологии ВВР, поэтому у них есть такой специальный бонус. Из крупных энергоблоков, которые добавились на существующих площадках, можно назвать БН-800, который построили у нас здесь на Белоярской АЭС. И ожидается, что в ближайшее время, скорее всего даже в этом году, уже будет принято решение о начале подготовки к строительству реактора БН-1200. Это уже будет первый серийный атомный энергоблок на быстрых нейтронах. Тем не менее, несмотря на то, что мы в основном замещаем старые энергоблоки, Россия все-таки строит довольно много атомных энергомощностей. С начала этого тысячелетия, в 21 веке, за последние 20 лет, в мире было построено, введено в эксплуатацию около 100 атомных энергоблоков. Из этих 120, то есть каждый пятый, были построены Россией, 13 на территории России и 7 за рубежом для иностранных заказчиков. И сейчас Росатом ведет за рубежом на разной стадии строительства около 20 строек одновременно. По этому показателю на самом деле Росатом это лидирующая компания в мире по строительству энергоблоков за рубежом. Но в самой России в ближайшие годы, скорее всего, не стоит ожидать появления каких-то новых гигаваттных мощностей атомных на каких-то новых площадках. А вот малые АЭС на новых площадках, скорее всего, появятся. В настоящее время уже идет подготовка и разработка проекта по строительству малой АЭС мощностью до 50 мегаватт в Якутии для изолированной энергосистемы. Уже принято решение о строительстве 4 плавучих АЭС на Чукотке, опять же для снабжения месторождения добычи полезных ископаемых. Строится Брест, как я уже сказал, тоже малая АЭС в Северске мощностью 300 мегаватт. По этому показателю, по отнесению к малой АЭС, можно в принципе отнести и реактор МИР. Это многоцелевой быстрый исследовательский реактор, который строят в Димитровграде, в Ульяновской области. Помимо того, что это исследовательский реактор, то есть там будут проводиться испытания разных видов топлива, конструкционных материалов и так далее. То есть функционал у него не энергетический. Тем не менее, его мощности тоже будут использоваться для производства электроэнергии. Мощность турбины, которая будет рядом с ним, будет 50 мегаватт. То есть это тоже вполне себе малая АЭС. Все эти новые объекты будут интересны не только в технологическом плане, поскольку это будут новые технологии, но и в том, что они будут строиться в новых местах. То есть будет общественная дискуссия, будут обсуждения того, насколько допустимо и применимо строительство здесь именно, допустим, атомных энергоблоков, а не каких-то альтернативных вариантов. Эти дискуссии очень важны для нашего общества, и я буду с интересом за ними следить, наблюдать и пытаться и читать про это, и рассказывать в своих статьях и видеороликах. Поэтому еще раз призываю, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, и тогда вы не пропустите новые видеоролики об атомной энергетике.